Без преувеличения можно сказать, что электрон является самой замечательной материальной частицей, которая создала целую эпоху в науке и технике. Познакомимся поближе со свойствами и особенностями этого чародея. Электрон необычайно мал. Если принять, что он представляет собой сферу, то его диаметр в 100 тысяч раз меньше диаметра атома, а вес одного электрона во столько раз меньше 1 грамма, во сколько раз 1 грамм легче земного шара. При электризации тел электроны переходят с одного тела на другое, но в силу малой массы электронов видимой перемены в весе тела не наблюдается. Следует отметить, что электроны всех веществ и химических элементов совершенно одинаковы. Целый ряд остроумных и изумительных по своей точности опытов, поставленных физиками, дали возможность измерить не только диаметр и массу электрона, но и величину его отрицательного электрического заряда. Сравнив размеры и массу электрона с его электрическим зарядом, мы сразу заметим, что в ничтожном объеме сконцентрирован сравнительно большой электрический заряд. Масса электрона исключительно мала по сравнению с теми огромными силами, которые в нем сосредоточены. В этом отношении электрон подобен маленькой птичке, обладающей мощностью самолетного мотора. Благодаря этому электрон исключительно маневренен. Он может двигаться с огромной скоростью и производить миллиарды колебаний в секунду. Сам по себе электрон – малая частица с ничтожным электрическим зарядом. Однако число участвующих в различных электрических явлениях электронов огромно, и в результате эффект может быть очень значительным. Радиоэлектроника – наука прикладная. Это означает, что она не только изучает явления, но и создает новые и сложные устройства. Проектирование и конструирование этих устройств связано с одной стороны с математикой, а с другой – с величинами, характеризующими электричество. Мы уже знаем, что при электризации тел имеет место или отдача, или присоединение электронов. Для оценки этого явления существует понятие количества электричества. Единица количества электричества называется кулон, в честь французского физика Шарля Кулона. 1 кулон электричества равен такому огромному числу электронов. 1 кулон равен 6,3 умножить на 10 в 18 степени электронов. Натирая стеклянную или бонитовую палочку, наэлектризовывая ее, мы отнимаем или добавляем тысячные части кулона электричества. Однако число участвующих в этом процессе электронов огромно и насчитывает сотни и тысячи миллиардов. Вокруг каждого заряженного, то есть наэлектризованного тела, существует электрическое поле, невидимое нашему глазу. Электрическое поле имеет такое свойство. Если поместить в него другие заряженные тела, то на них начнут действовать определенные силы. Следовательно, электрическое поле является носителем энергии. Эта энергия не получается извне, а возникает за счет тех причин, которые наэлектризовали тело. В связи с этим вспомним основной закон природы – закон сохранения энергии. Энергия не возникает и не исчезает, она только переходит из одного вида в другой и из одного тела в другое. На рисунке 2.4 показано, как заряженные тела взаимодействуют посредством своих электрических полей. Следует помнить, что тела, наэлектризованные разноименными зарядами, притягиваются, одноименными отталкиваются. Электрическое поле характеризуется главным образом двумя величинами – направлением и напряженностью. Положительным направлением поля принято считать направление от положительного заряда к отрицательному. Для наглядности электрическое поле изображается так называемыми электрическими силовыми линиями, которые выходят из положительно заряженного тела и входят в отрицательно заряженное тело.
Их форма связана с силой, которая действовала бы на свободный положительный заряд, помещенный в данную точку поля. На рисунке 2.5 показаны электрические поля разноименных и одноименных зарядов. Там, где силовые линии расположены более густо, напряженность поля больше. На рисунке 2.6 показано электрическое поле между двумя разноименно заряженными металлическими пластинами. Положительный электрический заряд, помещенный в это поле, будет двигаться в направлении поля, потому что будет притягиваться отрицательной и отталкиваться положительной пластиной. А если в то же самое поле поместить электрон, рисунок 2.7, то поскольку он является отрицательно заряженной частицей, он будет отталкиваться от отрицательно заряженной пластины и притягиваться к положительно заряженной, то есть электрон будет двигаться против направления поля. Оба примера показывают, что поле действительно является носителем энергии, так как при определенных условиях оно может совершать работу по переносу электрических зарядов. Запомните. Первое. Вещество состоит из маленьких частиц, называемых атомами. В нормальном состоянии они нейтральны, так как количество положительных зарядов в ядре равно количеству окружающих его отрицательных электронов. Второе. Атом, присоединивший или отдавший электроны, уже не нейтрален. Он превращается соответственно в отрицательно или положительно заряженный ион. Третье. Электризация тел связана с отдачей или присоединением электронов. Положительные заряды неподвижно связаны с ядрами атомов, то есть с веществом. Четвертое. Вокруг любого заряженного тела существует электрическое поле, которое является носителем энергии. Пятое. Свободный электрон, помещенный в электрическое поле, начинает двигаться навстречу полю. Благодаря своей малой массе и значительному электрическому заряду, электрон, помещенный в соответствующее поле, может совершать миллиарды колебаний в секунду. Шестое. Единица количества электричества называется кулон.